Ребят, всем привет! Приглашаю вас сегодня на открытие московского мотосезона. Сегодня 26 апреля, время 10 утра, на улице погода совсем не летная, плюс 2 градуса, пробрасывает уже снежок, собираются участники мотопробега. В общем, в 10 часов открытия мотосезона, в 12 часов колонна движется в центр города, даст там по Садовому кольцу кружок и вернется в час уже здесь. И пройдут мероприятия. Но мы с вами начнем уже с 10 утра, как говорится, все это дело здесь снимать, обозревать. Какой-то тренажер, что ли, мотоциклетный. Вот он ездит, там все тренируется на одном колесе, на заднем. В общем, предлагаю я начать вот с этой выставки. Пройдемся, посмотрим моторы войны, выставка военной техники, и двинемся уже туда, позади меня, к сцене. Командиры, прикол, цирк посмотреть, и те валились. Вот такие мотоциклы старые, это все отреставрированная техника, вот видите, 1943 год. Даже пушки цепляли. Мастерская Шаманского, это, видимо, реставраторы. Это экземпляр 41 года, тяжелый армейский мотоцикл М72. Напишите, ребят, в комментариях, есть ли среди вас любители байков. Я, к сожалению, не любитель мотобайков, я больше по автомобилям. Но, тем не менее, техника интересная. И, наверное, я бы хотел себе мотоцикл все же. Какой интересный аппарат. Артиллерийский тягач «Комсомолец», 1939 год. Можете также ставить на паузу, скриншот и читать всю информацию, кому интересно. Вот видите, к нему все это дело цепляли, пушка. И дальше пошли автомобили. Возвращаясь к мотоциклам, почему я не любитель? В плане, нет, не то, что не любитель, а почему я не имею. Я предполагаю, что, потому что я быстро люблю ездить, на автомобиле как-то все-таки безопаснее. И боюсь, что мотоцикл это все-таки не мое в этом плане. Только в плане безопасности. Хотя, наверное, кто-то со мной поспорит. Есть всеразличные шлемы. Но, думаю, при большой скорости никакой шлем не спасет. Ладно, не будем о грустном. Так, это у нас автомобиль ГАЗ-6173, командирский автомобиль. Так, это уж такой бронеавтомобиль. Легкий бронеавтомобиль 1931 года. Представьте, как там тесно было. Причем, смотрите, пулемет у нас спереди, еще и сзади. Двухместный. Слава отважным разведчикам. Легкий бронеавтомобиль, 42 год. Тоже мастерская Шаманского. Молодцы ребята, реставрацией занимаются. Задняя часть на гусеницах. Наверное, для большей проходимости. Все автомобили выглядят как новыми. Это уж такой летний вариант. 42 год. Да, они прям как новые все. Покрашенные. Хорошо выглядят. Это похоже на Катюшу, но я не думаю, что это она. Да, это система залпового огня М836, 41 год. Наверное, от нее уже пошла Катюша, предполагаю. Позади великолепное здание высотки МГУ. Я уже как-то здесь гулял, делал прогулку по Воробьевым горам. Кому интересно, найдете на канале. Так, это уже артиллерийский тягач Коминтерн. Сталинец. Дизель. Народу еще немного. Это плюс в плане. Спокойно могу подойти к экспонатам, никто не будет мешать. Что у нас здесь имеется? Есть туалеты. Там дальше кухня будет, скорее всего, еще и полевая кухня. На той стороне тоже ребята собираются, мотоциклисты.
Погода сегодня совсем не мотоциклетная, уже пробрасывает снежок. Участники мотопробега все прибывают и прибывают, каких только мотоциклов нет. Я думаю, здесь все модели сегодня будут представлены. Что-то не особо у него получается. Так, здесь полевая кухня. Вот ребята из Дмитрова приехали. Полевая кухня. Можно гречки отведать, чаю. Что, бесплатно кормите, да? Да, конечно. Замечательно. Очень вкусно. Понял, спасибо. Позже подойду. Вот черный чай есть. Кстати, да, очень холодно. Но я взял с собой термос. И у меня сегодня китайский чай. Кстати, оставлю ссылку в первом комментарии закрепленном, где можно купить настоящий китайский чай. Чай на Янгуан. Поэтому переходите, смотрите ассортимент. Это не реклама, а так, чтобы вы знали. Гречку я есть не буду. Я сытый пришел. Чай у меня с собой есть. Поэтому пойдемте посмотрим, что у нас дальше. Не сомневаюсь, что она вкусная. Кстати, постоянно на мероприятиях выставляют полевую кухню, поэтому голодным точно не останетесь. Предполагаю, что там, возможно, идет продажа мотоциклов. Ну, мы сейчас тоже там пройдем, посмотрим. Видите, все еще только открывается. Мы с вами первые. Да, это, наверное, все-таки павильончики, где можно приобрести вот такую красивую технику. Мотоциклы, конечно, красивые. Красивые, разные. Седьмой микрофон. Здравствуйте. Всем доброе утро, пока не официально. Пока не официально. Сегодня еще концерт будет. Не знаю, кто хедлайнеры, но будет. Давайте посмотрим. Ага. Вот такой аттракцион. Что-то подобное мы с вами тоже видели, когда я снимал видео на не на Воробьевых, а в этом спорткомплексе. Лужники. Был праздник московского спорта. Можете тоже посмотреть. Так, спасибо. А шестой микрофон, аплодисменты. Бургеры, павильончик с едой. Со всеми. Этот, скорее всего, будет здесь какой-то Ну что, конкурс. всем доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Желаем доброе утро всем тем, для кого любимая музыка – это звук двигателя. Мы желаем доброе утро всем тем, кто Послушаем счастлив в поздравления. дороге. Мы желаем доброе утро тем, кто ценит настоящую дружбу. Мы желаем доброе утро всем вам. Ну и, конечно же, доброе утро тем, кто только-только присматривается к нашему мотосообществу, в целом к мотокультуре. Спасибо, что вы нашли время сегодня здесь с нами и проявляете интерес. Нам это очень ценно. Здравствуйте и вам. И, кстати, Да, отмечу, сегодня за очень, последний говорю, холодно год в прям, России очень-очень. появилось Ветер ледяной. 2000, вы только представьте, на 2000 мотоциклистов больше. Аплодисменты! Некому пока Да, аплодировать. действительно, нас все больше и больше, это очень радует. Кстати, мы не 2000, а сколько представились, всего, мы тоже интересно, с тобой мотоциклистов в Москве? сообществе. Сегодня Так, танк с вами Т-34. на этой сцене танцует, поет, развлекает нас как может Владимир Богдан. Спасибо, ребята, и с огромным удовольствием представляю невероятный шоумен Иван Горохов. Я думаю, Ну скажет вот Иван так нас Ургант. выходит с тобой сегодня. У нас сегодня интернациональная команда, я из Но Минска, Ургант у Ваня нас из Москвы. под запретом. Да, здорово. Да, Поэтому да, очень вот здорово. какой-то другой Но Иван. Не на самом знаю, деле не кто важно, это, откуда что за мы, шоумен. самое главное, где мы. Мы здесь сегодня на московском мотофестивале 2025, приуроченному к празднованию 80-летия Великой Победы.
Какой Вот шикарный здесь я вид, да? попрошу все-таки всех, кто это слышал, давайте все вместе немного громче. Московский мотофестиваль 2025! Ну, здорово, вы согреваете нас своей поддержкой, это прекрасно. Давайте посмотрим немного мотоциклы, цены их. Вот этот мотоцикл стоит 720 тысяч рублей. Не знаю, дорого это или дешево, но тем не менее почти миллион. Вот 700 тысяч. Вот этот красивый, 400 тысяч всего лишь. Красиво. Разная техника, смотрите, они ее полируют, тут чистят, очищают все. На них можно сидеть. Блин, это очень здоровое дело. Патруль. Есть какая-то недоска. Красивый, конечно, очень. Здесь можно оружие пособирать, поразбирать, кому это интересно. Много полиции, много байкеров, а зрители пока не очень. Видимо, они все-таки потянутся ближе сюда к часу. Я говорю, еще сегодня очень холодно. Скорее всего, это многих отпугивает. Так, мы там уже с вами были, где гречку дают с чаем. Уже анонсировали выступление артистов. Прослушал, к сожалению, кто будет выступать. Но песни будут все... Что-то про Лещенко говорят. В 11:45 будет Лещенко петь, понятно. В общем, сегодня концерт какой? Посвящен 80-летию Победы. Соответственно, все песни будут про военные песни. Про победу. Так, ребята еще готовятся. Я вот жду вот это кольцо. Посмотреть их выступление. Надеюсь, мы с вами дождемся, когда они все это дело сделают. Но сегодня ветер, не знаю. Мне кажется, это прям очень опасно. Крутиться. Голос, который призывает «Поехали!» Мы сразу срываемся в общем потоке. Слушай, давай немножко Люди прибывают. сегодня. Я смотрю, здесь Солнышко изредка это здорово. проскальзывает сквозь тучки и сразу же уходит. Я, кстати, хотел сегодня сделать прямой эфир, но так как прямые эфиры, я уже делал опрос, не особо вам нравятся, в том плане, что мало приходите на эфир, а потом видео просматривается, соответственно, но уже эффект не тот. Поэтому решил снять видео, ну и посмотрят в любое время. Второй половинкой на открытие мотосезона. Раз, два, три! Семейный праздник. Семейный, здорово, молодцы. Еще навстречу вышла назло, а все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Наверное, я до срока стану старой, а только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый, если б не было войны, мой милый,
с топором ходят. Вот в этом павильоне проходит розыгрыш вот этого красавца белого. Можно заполнить анкету, бросить ее в барабан, вот там барабан, и будет розыгрыш. Где-то в часа в 3, по-моему, разыграют его. Говорят, в прошлом году выиграла мотоцикл девушка. Так что все серьезно, все по-честному. Школа Мосгортранса, кстати, да, здесь можно и детям, и взрослым учиться. Периодически рекламу вижу в автобусах, в троллейбусах, в метро. Школу Мосгортранса. А теперь вместе и расцветали яблони вокруг, поплыли туманы над рекой, а выходила на берег Катюша на высокий берег крутой, а выходила на берег Катюша на высокий берег крутой. Спасибо. Ну как ваше настроение, друзья? Для детей открыли такой аттракцион, где можно погонять по кругу с трамплином еще. Кто-то развлекается, а кто-то работает. Время уже 12 час, народу все больше и больше. Участников, конечно, гораздо больше, потому что слева и справа проезжей части уже заставлены мотоциклами. Колонна, я думаю, будет такая прям нехилая. Но в следующем месте мы точно должны быть вместе. Решил выйти и показать вам, сколько здесь уже собралось мотоциклистов и всяких разных, смотрите, мотоциклов. Но люди все еще подъезжают и приезжают. Это прям такие круизеры. Красавцы. Видимо, один из клубов. Но мы с вами посмотрим еще, когда они двинутся всей колонной. И это не все. На той стороне еще стоит не меньше мотоциклов, а может даже еще больше. На любой вкус и цвет, как говорится. Пока идет сбор участников, у нас с вами еще есть время взглянуть на Москву с Воробьевых гор.
что мы с вами сейчас и сделаем. В запасе еще минут 30, поэтому спокойно идем любоваться с вершины. Сказали, без 15:12 будет выступать Лев Лещенко, и можно уже выдвигаться как раз-таки к началу колонны, чтобы посмотреть ее движение. Вот с той стороны все заставлено мотоциклами, и с этой стороны. Ну, давайте взглянем сейчас на эту красоту. Нет солнца, но тем не менее, посмотрим. Облака, тучи. Снег закончился, мелкий, правда, шел. Главное, чтобы не было дождя. Снег даже лучше, чем дождь. Вон там кабинки. Можно спуститься и на ту сторону как раз-таки к Лужникам доехать. А вот там в конце, на другой стороне Москвы, вижу, солнышко светит. А так часто бывает, что сидишь на севере, идет дождь, приезжаешь на юг, а там солнце светит. Настолько она большая. Друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселее, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнется кормой знакомый платок голубой. И все прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнется кормой знакомый платок голубой. В общем, это нескончаемая колонна. Они все едут и едут. Их, наверное, здесь тысячи. На этом, ребят, буду заканчивать. Как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!